Что делать, если ваш друг или родственник, оказавшийся в местах лишения свободы, постоянно просит у вас деньги чуть ли не под угрозой расправы над собой? В последнее время участились случаи, когда арестанты в местах лишения свободы вымогают деньги с других арестантов, которые находятся рядом с ними. Сегодня разберем природу вообще этого явления и как поступать в таких ситуациях родственников. Всем привет, с вами Миша Выплюшка, это канал бывшего осужденного. Ребят, сегодня, в общем, поговорим об этом. Достаточно часто мне приходят вопросы по этому поводу. От матерей, в том числе, у которых оказались дети в местах лишения свободы. От ребят, у которых там друзья. Все-таки, как ни крути, а сидит народу в России много. Меньше, естественно, чем, допустим, в нулевые. Что уж говорить там про 90-е. Но, тем не менее, тюрьмы, так сказать, не пустеют в нашей стране. Немного о себе, если кто впервые на моем канале. Сам я провел 12 лет в местах лишения свободы, 4 сроками. Начал сидеть 16 лет, чем не горжусь, а своими роликами, каналом, да и вообще своим примером хочу вам показать, как делать не надо, чтобы не случилось с вами то, что вот произошло со мной. И второй момент, чтобы смотивировать вас изменить как-то свою жизнь, как ее смог вот изменить я, к примеру. Видео не несет никакой пропаганды, агитации и призывов. Я за свободную, спокойную жизнь. Ребят, кстати, кто досмотрит этот ролик до конца, там будет отчет по благотворительному стриму, как я съездил в детский дом и отвез на собранные деньги, в общем, продукты, питание. В конце этого ролика, в общем, после темы, которую мы обсудили. Вот. Также хочу вам сказать, что у меня есть второй канал, если кто не знает. Ну, на него будут ссылки в описании и в закрепленном комментарии. Вот. Там сейчас я начал стримить GTA 5 RP. Ну и там в Counter-Strike иногда играем. Ребят, подписывайтесь, переходите. Вот, давайте начинать. Как-то раз уже говорил на эту тему, но, видимо, тема до сих пор актуальна. Буквально на днях получил вот пару сообщений от людей. Ну, вот, к примеру, дословно там, я не помню, да, но суть такова. У меня сидит там друг, товарищ, брат, сват, короче, неважно. И говорит, что когда он как бы попал, да, в тюрьму, смотри, сейчас большинство сидит как бы по наркоте, большинство. Сейчас эта статья стала типа народной. Раньше было такое, я помню, когда только я еще как бы там начинал сидеть, это первый раз меня в 2003-м посадили. Вот, и там типа, за что сидишь? Да народная, говорили так вот, зэки отвечали друг другу, народная статья. Вот, народная, ну, и подразумевалось, что это 158-я кража раньше была народная. Еще говорили, статья народная, часть доходная. Вот. А сейчас, последний срок, когда я отбывал в 2014 году, как бы я попал с 2014 по 2018 год. Вот, тоже слышал, как типа в автозеке спрашивают, типа, что за статья, говорят, народная. И уже там говорят 228, да, 228 стала народной. В общем, большинство сидят за наркоту, но есть и те, которые как бы не за наркоту сидят. В общем, еще в 2014 году также я застал то время, когда те, кто заезжают по этой статье, вообще она никогда не приветствовалась в криминальных кругах. Барыжничество там и так далее, распространение там. В общем, последним сроком я видел, как грузят на бабки как бы тех, кто заезжает по этой статье. Вот. И получается так, что, чуть ли, не знаю, не с порога заставляют людей платить. Тюрьма давно уже превратилась в такое коммерческое заведение тоже. Вот, тем более те, кто сидят за вот, закладки, там еще что-то, в общем, они же как бы, они не те голодранцы, с которыми были мы, когда мы сидели, то есть у нас вообще ничего не было, мы как бы, вот поэтому, собственно, и сидели поэтому, что мы крали там себе, чтобы как-то прожить. А закладыванием, барыжничеством зачастую занимаются, бывает, такое, что из обычных семей, иногда даже из обеспеченных семей, просто чтобы не хотеть, как брать у родителей деньги, да, на свои нужды, либо там казаться каким-то крутым, там, в общем, такая хуйня. В общем, вот, к примеру, там мне пишут, там, вот на днях парень, типа, вот у меня, типа, товарищ позвонил, говорит, блядь, там что-то надо, короче, уделить в общую корзину, да, если вы понимаете, о чем я.
сказали там, типа, главные в отряде, не знаю где, в хате, типа, надо заплатить им. Вот. Ребят, видите, я такими аббревиатурами как бы говорю, очень много чего я не могу здесь показать, рассказать, обсудить вместе с вами, но если вам хочется получить доступ к подобному контенту, посмотрите видео по ссылке в описании, и вы поймете, что есть некий телеграм-канал, где можно это все, как бы этот контент получить, обсудить. Продолжаем. В общем, смотрите, то есть, типа, вот он заехал, и его там сразу, там, чуть ли не с порога нагрузили на бабки. Что делать в данной ситуации? Смотрите, я всегда, как бы, говорил, что, блядь, ну, кто заплатил раз, будет платить постоянно. Платить ни в коем случае нельзя. Тут есть два варианта, на самом деле. Ну, как бы, все просто. Либо платить, либо не платить. Если человек, который заехал, да, вот как это вообще происходит? Заезжает человек, к примеру, там, ну вот я заехал, да не дай бог, блядь, по 228, да, и мне говорят там сходу, что там, типа, барыга, не барыга. Если человек засатый, а барыги, как правило, они засатые все, закладчики, барыги, но они невоспитанные улицы, нет в них духа, короче, скажем так. Они там, ну да, ну вот барыжил там, да, за закладки сел. Ну все, это он подписывает себе приговор, да. И дальше ему говорят, ну вот, ну а все как бы понимают, что там где наркота, там нормальные бабки крутятся. Они говорят, ну вот подашь для начала там 1030, да, там 100, не знаю, 200, кто как говорит. И дальше человек как бы, ну, и сходу, ну, еще под это подкрепляется такой хуйней, типа, блядь, травил народ там, блядь, и там... соль, не соль, там, блядь, ты видел, что люди там туда-сюда. И, короче, под этот шумок, ну, им дают понять, что, как бы, тебя здесь не особо рады видеть, но если, как бы, ты проплатишь здесь свое проживание, вот, в 5-звездочной тюрьме, блядь, то, как бы, ну, мы сделаем вид, что тебя как будто здесь и нет. Ну, естественно, человек, блядь, понимает, что ему здесь сидеть, и сидеть ему здесь долго. И он всячески пытается решить этот вопрос. Повторюсь, люди эти, как правило, засатые все, барыги там и так далее. Я вам расскажу, какие были примеры того, как в мое время пытались грузить на бабки, ну и меня в том числе. Меня знаете за чего? Ну и не только меня одного. Из-за того, что все думают, что москвичи типа, блядь, богатые, да, что мы заезжаем, тоже там от нехуй делать нам, от скуки, блядь. Но я им всегда говорил, там, если кто-то хотел, знаете, как бы на кривой там козе пытались подъехать, закинь там, блядь, там вот у нас игра, турнир. Я говорю, да нет у меня, ребята, возможности. Они говорят, ну ты же с Москвы, у вас там всех денег дохуя. Вот, ну, прям в тюрьме так местные, допустим, ну, неважно, например, на Пскове я сидел, там, ну, в Рязани, ладно, Рязань, это родной мой город, там, Архангельск, да, они говорят, ну ты же с Москвы, типа, приехал, с московской тюрьмы, блядь, ёпта, как бы это... У вас там всех денег дохуя. Я говорю, если у меня было денег дохуя, я бы здесь не сидел. Я сижу за то, что я как бы, ну, экономические преступления у меня, ну, из корыстных целей что-то творил. Вот, то есть, соответственно, я сейчас сижу здесь, блядь, значит, как я могу денег здесь заработать? У меня нет нихуя. Вот, но это я. И как бы, ну, в принципе-то это правда. А стереотип такой, знаете почему? Потому что с Москвы едут большинство, ну, такие упакованные, вот, это в основном нарки, которые на свободе торчали, а как бы родственники их чувствуют себя хорошо, и они вот, ну, когда попадают в тюрьму, как бы им родственники все загоняют, как бы родственники чувствуют себя на свободе хорошо, и вот он приезжает, и все думают, что мы в Москве, короче, ну, из московских там тюрем едем, пиздец, мы все, блядь, упакованы, но нет, не все. Вот. Но если брать, допустим, людей, кто по барыжничеству сидит, они, как правило, вот это все не говорят, они не могут сказать. Они могут просто тупо сказать, у меня нет. Ну, они тебе как вот, ну, вот просто, вот чисто взять, да, как бы сказать, а у меня нет денег. Вот. Ну, где я вам их, ребят, высру? Я понимаю, да, это тяжело, это легко говорить, когда ты находишься здесь, на свободе, но я так говорил, находясь как бы и там. Я говорю, ну, где я возьму вам эти деньги? Я в тюрьме нахожусь. Просите у кого-то там на свободе, у кого у матери просить. Что она и так вон там передачку там, блядь. Ну, короче, там будут грузить, но надо идти до талого прям вот стоять на своем, понимаете. Но, знаете, это опять же вот легко говорить мне и таким вот людям, как бы, как я, которые, в принципе-то, как бы, ну, до нас не до чего доебаться было даже, как бы, вот, ну, за колючкой, да, в местах лишения свободы. У них, как бы, есть за что зацепиться, вот это вот канители начали разгонять.
барыга не барыга, типа барыгой стрёмно быть. Вот, и как бы, ну вот Грузия там типа, ну и вот это один момент. И второй момент, ну еще раз повторюсь, люди зассаты, они не смогут так ответить. Не смогут, потому что они там, блядь, туда-сюда, как бы, ну, люди не готовы к этому. Понимаете, они готовы, знаете, к чему вот такие люди? Они готовы употреблять, кривляться, блядь, там под спайсухой, под солью валяться, обезьянничать, дрочить себе жопу или что они там нахуй исполняют. Они готовы, да, получать эти деньги там по закладкам. Они не готовы сидеть. Они не готовы к тюрьме, блядь. Они готовы кайфовать, бля, ёпта, и там, не знаю, всячески... Ну, тюрьма это не для них. Они думают, что это какая-то все игра, там, знаете, что они там за это ничего... Ну, как бы, что я такого-то делал? Я, в принципе, ну, просто там, положил там, блядь. Ну, не скажу, что это преступление, несомненно, это тяжкое преступление. Но если брать, к примеру, сравнивать его с преступлением, блядь, как вот типы сидят на хате, вооружаются, идут грабить ювелирный магазин, да, к примеру, то вот так вот в сравнении это абсолютно разные вещи. Хотя наказание за них приблизительно одно и то же. Ну, думаю, понимаете, о чем я говорю, да? Вот. Но в отличие от этих нарков, люди, те, которые идут вот на такие преступления, да, они как бы готовы к тюрьме, и к ним там вопросов не будет. Вот, ну, надеюсь, услышали, да, о чем я говорю. И когда они попадают в такие условия, естественно, как бы, ну, их прям берут в оборот. Потому что все это прекрасно понимают, что это сладкий такой супчик. И может быть, отчасти они как бы и правы, но с другой стороны, платят за них, как правило, люди не повинные ни в чем. Вот. Что в таких случаях делать? Ну что в таких случаях делать? Ни в коем случае не платить. Убить его там не убьют. То есть, блядь, раз он там позвонит, скажите ему, нет денег, там, два, там, скажи, нет денег. Все, ну что с ним сделают там? Ну, извините, повторюсь, там, да, блатная жизнь не шоколадка, как бы, ты же знал, на что ты идешь. Люди удивляются, там, типа, блядь, как мне вот столько там въебали, там, 5-7 лет, да, за то, что я там пару раз там что-то где-то положил. Блядь, ну, в школе, со школьных лет там говорят, что наркотики это плохо. Ты что, не знал, что за наркотики сажают в тюрьму, что за это есть статья и нихуевый срок можно получить? Ну, тогда посиди и подумай, как говорится. Вот, в общем, вот как-то так все происходит. Ни в коем случае платить нельзя, иначе, ну, это рано или поздно, как бы, не знаю, ничем хорошим это, как правило, не кончается. Будут вот так вот тянуть весь срок, то есть, ну, все, ты, получается, заплатил раз, ты терпила, получается. Вот. То есть ты, полный пиздец. То есть ты мало того, что в тюрьме, тебе еще и доят, блядь, там. С тобой можешь делать все, что хочешь, кроме того, что... Короче, можно забирать у тебя все, что хочешь, там, не знаю, там... Ну все, понимаете, проживал. Один раз проживал, короче, все, жри до конца, блядь, срока. Вот, с тебя никто не слезет, блядь, не знаю, там, может, есть какой-то выход там, когда уже попал в саму колонию, пойти там на работу, куда-то еще. Но это уже третий момент. Это уже, знаете, рассказ о том, как соскочить с того, что тебя доят в тюрьме. Я как бы не могу особо ничего сказать, знаете, вот кроме того, что поведал вам сейчас, потому что я вижу это только так. Если его там, знаете, как правило, родители там и родственники опасаются, что с ними там, с их близким там что-то случится, но, блядь, у нас были, знаете, какие случаи. Вот когда я сидел, у нас такого не было еще. Вот. Но были другие моменты, когда тоже с человека тянули деньги. Короче, были такие люди. Вот у нас сидел один армян. Пацан молодой, мы с ним приехали вместе этапом, он с малолетки поднимался. Вот. И его затягивали во всякие игры, где вот, там, не знаю, в карты, в нарды. Вот. И он очень любил играть, но он не умел. И он постоянно проигрывал. И проигрывал очень, очень большие деньги. То есть там 30-50 тысяч в месяц. Чтобы вы понимали, это был 2007-2008 год, находясь в тюрьме. Вот. И он звонил, там, мам, там, я там проиграл, там, пап. И в один прекрасный момент, когда он позвонил, он сказал это: дайте-ка мне, говорит, это, блядь, там, кто у вас там, типа, главный там за бараком смотрящий или кто?
Отнесли трубку ему там, и он ему сказал, он говорит, короче, смотри, я тебе даю, говорит, сейчас, не знаю там сколько денег, ну, к примеру, 100 тысяч, да, чтобы ты ему запретил играть, поставил ему запрет. Либо есть второй вариант. Я иду в ментовку, пишу заявление за вымогательство, и вы там все прикуриваете, потому что меня заколебала эта вся хуйня уже. Ну и как вы думаете, что выбрал человек, смотрящий за бараком? Обязательно пишите в комментариях, ребят. Пишите, я люблю обратную связь, я всегда читаю комменты, лайкаю и так далее и тому подобное. Короче, вот так вот решаются периодически эти тоже вопросы иногда, когда людей заебывают платить, понимаете. Они платят, потом деньги кончаются, а этот все просит, типа, блядь, меня убьют, меня здесь чпокнут, блядь, на сухую. Вот. И кончается это тем, что либо перестают платить и ничего не происходит, либо идут в полицию, пишут заявление, приходит там шмон не шмон, короче. Не знаю, как это происходит, вот это недавно стало происходить, то есть я когда последний раз отбывал, это только вот все начиналось. Не знаю, вдоль ли там администрация, и откуда вообще растут эти ноги, в общем, но запомните, вот подведу итог, заканчивая рассказ, не забудьте посмотреть отчет по детскому дому, как я ездил, и благотворительные стримы еще будут. Одно правило: не платить. Все, не платить. Что бы там вам ни говорили, просто вы также скажите: нет денег. Вот нет денег, все. Вот звонит вам родственник там какой-то, да, там, ну не дай бог, если он оказался, да, там, за колючей проволокой, за забором, и типа вот, ты говоришь, ну негде взять. Ну негде, блядь, ну что я тебе рожу, что мне пойти тоже, как ты, блядь, с закладкой или что эти? Ну, конечно, я не буду этого делать. Вот и все. И он там точно так же скажет, ну и что с него возьмут? Что ему, почку вырежут, не знаю, что там еще там, ёпта. Да нихуя не будет, абсолютно нихуя. Как бы все, ничего не произойдет. Это чисто берут на испуг. Но единственный момент, знаете, самый какой вот такой интересный, как только ты согласился с долгом, ну вот в тюрьме такие правила, как только ты согласился с долгом, ты должен уже, все. То есть, если тебе говорят там, вот, заходит, к примеру, чел, да, там в хату, ему сходу прям, за что сидишь там, ну не так, да, там, за что сидишь там, а он там, ну вот там, барыга, не барыга, ему там, ты знаешь, как мы тут с барыгами поступаем, там, подашь там 30 тысяч для начала, ты понял? Да, вот как только он говорит, да. Если он говорит, типа, а за что, почему, вот до тех пор, пока он не сказал, да, он ничего не должен. Нет, как только он сказал, да, я понял, все, уже не ебет, бери где хочешь. Ты уже согласился с долгом, все, ты должен. Пока ты его оспариваешь, там, как ты пытаешься там отказаться, найти справедливость, тебе этот долг никто не повесит. Но, повторюсь уже в 5-й раз, люди эти засатые. А за засатость надо платить. Либо будут ваши родственники платить, выбирайте, одна чаша весов, либо ваш ебальник. Вот. И жизнь вас будет учить не быть такими засатыми. Что вы выберете, я не знаю. Хотите узнать, что такая матрица, блядь, берите синюю или красную. Вот. Такие дела, ребят. Ладно. Всем добра. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если кто не подписан. Пишите в соцсети или здесь темы для новых роликов, чтобы вы хотели от меня увидеть, услышать. А с вами был Миша и Плюшка. Берегите себя, не занимайтесь никакой хуйней. Увидимся. Так, ребят, здорово всем. Это отчет по поездке в детский дом. Вот все я закупил. Сейчас, короче, покажу вам. Так вот, машина вся битком, весь багажник, все забито. Там в салоне еще. В салоне еще 4 пакета. В общем, ребят, как я не старался потратить 32 тысячи рублей на все про все, мне, короче, ну, не получилось никак. Не знаю, я скупил все сосиски в магазине, весь сыр, там, что еще-то, короче, 10 килограмм апельсин, бананов, груши. Ко мне даже уже стали подходить сотрудники Магнита и спрашивать, типа, а вы в честь чего закупаете, типа, там, поднятие цен каких-то, может быть, намечается. Ну, не, я им объяснил, что это, ну, такая помощь, да, как она называется, гуманитарная.
Вот, а то они уже начали с настороженностью в свете вот этих веяний всех, которые сейчас у нас происходят, за мной смотреть. Вот, итак, осталось 9 тысяч рублей, я реально уже не знаю, куда их деть. Я отдам директору этого интерната. Ну, не знаю, может кто-то там скажет, что деньгами не надо отдавать. Я думаю, ничего страшного. Вот, и как бы, ну, наше дело вот передать, да, дальше вот как бы, ну, я не знаю, куда что девается, понимаете, я не знаю, откуда в хлебе дырочки. Мы сделали, скажем так, доброе дело, как бы за себя мы в ответе, да. В принципе, все, я поехал. Так, ехать, короче, час 7 минут, ну, короче, час. Взял с собой чайку. Ты мне сигналишь, что дурак, блядь. И лепешку вот взял. На свои деньги покупал, кстати, 80 рублей. Вот. Потому что поесть не успел толком. А когда я голодный и злой, я поворачиваюсь к миру своей темной стороной, да? Как-то так. Вот, ребят, все. Я выдвигаюсь, я погнал. Так, ребят, находимся где-то возле Лобни. Кстати, всем привет, кто смотрит меня оттуда. Ребята писали, я помню, как на стриме. Осталось ехать около 20 минут где-то до Яхрома, до дома. Так, я где-то здесь встрял, короче. Он решил поворачивать. Сорян. Нет, все нормально, едем. Так, кстати, хотел бы такую тему затронуть, пока уж мы тут так медленно движемся. Некоторые люди меня спрашивают, ну, такие особо хорошего ума, склада, типа, что ты там на зону-то уделяешь, что, не знаю, с донатов там, да, или там с чего еще там, ну, с заработка, да, там в Ютубе. Я не знаю, некоторые, может быть, как бы, ну, действительно не понимают, где они находятся, когда я людям объясняю, что на своем канале, что я отошел от этого всего, кому я там должен что уделять, вообще кому я здесь что-то должен. Блять, извиняюсь, но меня в ступор вводят такие вопросы. Я что, я криминальным путем зарабатываю эти деньги, или что, все затряслось? Или вообще почему я должен туда уделять что-то? Я считаю так, ребят, что лично я не виноват, что люди сидят там в тюрьме. Да, в принципе, я и не виноват, что дети, допустим, живут в детском доме. Но, на мой взгляд, как бы дети и не виноваты еще и сами, что они там оказались. А то, что люди оказались в тюрьме, не виноваты сами. Это их выбор. А это не выбор детей. Оказаться в детском доме там, или родиться там с какими-то отклонениями. Вот. И там взрослые мужики сидят. Работа и администрация обеспечивает. Если ты хочешь, ты вполне можешь содержать себя сам, там, обеспечивать всем необходимым. Даже если не хочешь там или не можешь работать, все равно баландой тебе начальник тюрьмы накормит. Голодным не оставит, с голоду не помрешь. Вот. Поэтому я всегда отвечаю, что хозяин накормит. Кто-то скажет, да вот детский дом, там они должны, по идее, тоже там государство, там, да, какие-то руины. Государство там же выделяет деньги, но, знаете, на самом деле толком там не выделяют столько, сколько, ну, реально нужно. Там выделяют там раз в год там на ремонт, там какие-то копейки, а списывают там, наверное, другую сумму. Ну, вы знаете, должны понимать, как все это происходит. Также вот люди некоторые говорят там, ну, вот там, блядь, зэки сидят там, за деньги налогоплательщиков там жрут. Да нифига подобного, на самом деле, ребята. Зоны все, ну, находятся на самообеспечении давно. И все ремонты в зонах делаются за счет зэков, те, которые хотят уйти по УДО, условно-досрочные. А бабки, которые там с бюджета куда деваются, ну, они, естественно, сами понимаете, куда уходят. Вот. Так что, ну вот по поводу кормежки,
Тоже везде в лагерях как бы такие эти, ну, подхозные хозяйства всякое там есть, то есть где выращивают огурцы, помидоры, там, ну, овощи, там, такой канитель. Короче, зоны, они на самообеспечении. Хотя я уверен, что что-то на них выделяется. Чему я их вспомнил, чему я здесь сейчас сюда приписал, потому что, ну, чтобы вы понимали, что, ну, понятное дело, что вот детский дом, он государственный, вот этот, да, куда я еду, он не частный. Но даже если выделяется там на него миллион, там, да, в год или неважно, в месяц, да, я думаю, вы понимаете, что, скорее всего, сумма-то другая поступает этим людям. Вот. И поэтому я не знаю, понимаете, мое дело, я даже не знаю, вот куда эти там продукты денутся, я как бы не буду контролировать это, понимаете. Вот. Мое дело, как бы, вот, ну, совести, так сказать, провести благотворительный стрим, собрать какую-то сумму и привезти. Все, дальше на распоряжение я не буду как бы за ними следить, там видеонадзор какой-то устанавливать, либо еще что-то. Все на совесть, как бы по совести делаем. Вот и все, так остается только и жить, ребят, верить больше никак. Без веры жить, не знаю, каждому человеку надо во что-то верить. И я считаю, что надо верить в людей. В людей, в доброту. Вот. Ну и в Бога, естественно. Так что все, вот, все, давайте, осталось немножко совсем. Сейчас подъеду, там снимаем еще. Так, ребята, я, короче, приехал. Ну, практически уже. Вот за этим зданием, которое тут сейчас украшают. Видите, сейчас завидно. В общем, за ним там детский дом. Какой прикол-то? В общем, я всю дорогу звонил директору Галине Анатольевне. Она не брала трубку. Но это не суть особо важно. То есть все равно мы по-любому зайдем, передадим. Вот, я уже здесь не первый раз. Сейчас я здесь вот так вот встану. Эту с охраны перетру. Все нормально порешались. Оказывается, у них там какой-то процесс был. Вот. Они были заняты. Вот. Поэтому все так произошло. А сейчас мы вот заезжаем. Не знаю, удастся ли попасть внутрь в этот раз. Постоянно я, когда вот приезжал, все время был карантин и не пускали. Что-то елку вот они не наряжают, кстати. Так, ну что, продукты выгрузили мы. Много очень реально получилось. Сказали большое спасибо. Вам спасибо, ребят. Я только организовал это все. Сейчас еще деньги отдам. Оставшиеся, там 9000 осталось. И все, и в путь дорога домой. Так, ну все, ребят, что, все отвез, все передал. Все, огромную благодарность там мне там высказали. Вот, прям, ой, спасибо, там столько много тут всего. Вот. Я попал, как всегда, на тихий час. Вот, то есть, ну, не в том, что как всегда. То есть я попал в то время, когда как бы
можно как-то пообщаться там с людьми, с детьми там как-то, но я попал на тихий час, короче, вот, и не судьба, потому что, ну, мне надо ехать, я не могу особо задержаться, я там пару глотков чая сделал с ними вместе и поехал. Печальная новость, в общем, у директора Надежды Георгиевны вот этого детского дома 2,5 месяца назад погиб сын в аварии. Вот она вся в расстройстве, хорошая женщина очень. Вот. Так посидели, пообщались немножко. Она говорит, я вот только, говорит, вас типа вспоминала, там, то есть, да, я приеду еще не раз. Вот такие дела, ребят. Вот, вы все огромные молодцы, ребят. Спасибо вам, правда, все, кто помогали, все, кто поддерживали. Это очень хорошее, доброе дело, друзья мои. А я отправляюсь домой. Всем добра. Давайте.